В этом видео мы сделаем большую практическую работу по трансформации в пиксель-процессоре. Самое главное в этом видео то, что мы создадим ноду, генератор, который будет принимать на вход текстуру и раскидывать ее рандомно по плиткам, поворачивая и сдвигая, меняя цвет или тональность. Это будет полностью рабочая нода, которую вы можете использовать в своих проектах. Небольшая дипломная работа. Итак, первый пример по трансформам в пиксель-процессоре. Давайте рассмотрим достаточно легкий. Так, это мы все удаляем. Я лишнее удалил. Так, все переменные удалили. Давайте рассмотрим аналог ноды Direction Warp. Что она делает, вспоминаем. Она берет какую-то форму и двигает по шуму в какую-то сторону его. То есть в данном случае круг у нас двигается по клаудзам влево. Давайте попробуем что-то похожее сделать. Может быть, даже один в один получится, если алгоритмы совпадут. Для начала нам, конечно, понадобится getFloat2 позиция пикселя. И теперь мы берем и считываем картинку, которая у нас входит. Так, в данном случае у нас входит сейчас, давайте, у нас на первый слот будет входить круг в image 0, на второй clouds шум. Давайте мы сразу выведем и покажем, что вот это круг. Это шум. Так, в ноде Transform у нас есть Intensity, поэтому мы также сделаем переменную Intensity. Давайте пока она у нас будет на нуле. А хотя нет, давайте пусть сразу на единице, что ли. Да, пусть на единице будет. Мы переходим в пиксель-процессор. И что мы делаем? Нам нужно круг двигать в левую сторону по данному шуму. Да? Ну, если просто двигать круг, можно взять, к примеру, координату x. И, допустим, вычитанием из картинки шума, вычитанием двигать координату x. И обратите внимание, то, что на самом деле в каждой точке разные значения клаудсов. Соответственно, в каждой точке будет по-разному сдвигаться точка относительно клаудсов. Здесь мы оставим ось y как есть, координаты y как есть. И сейчас, если мы выведем во float 2, на самом деле вот здесь я глупость записал. Это нам нужно будет координата x и y брать из позиции пикселя, а отсюда выходит уже значение. Давайте мы вот так вот исправим нашу ошибку. А уже вот здесь мы вставим новые координаты круга. И его сделаем выходной. Так, x вычитаем по картинке. И теперь давайте добавим сюда amount. Мы будем умножать на наш intensity, наш шум, клаудзы. И смотрите, что у нас выходит. Уже что-то похожее у нас вышло. То есть сейчас intensity 1, и у нас такой большой шум.
Почему большой он? Потому что у нас вот здесь вот картинка меняется от нуля до единицы. От нуля до единицы. Соответственно, если вычитаем из x единицу, то вот эта точка, она сдвигается ровно на длину нашей картинки. Если 0,5, то наполовину. Поэтому при единице, при intensity единицы, у нас был такой большой шум. И, кстати, мне кажется, очень похож. Давайте мы даже сейчас сблендим. Здесь мы сделаем выход черно-белый. Мы сблендим наполовину и проверим, при каком значении совпадает. Так, давайте двойку поставим. У нас вообще совпадение будет тут или нет? Наверное, совпадения не будет, но, видимо, какой-то чуть-чуть другой алгоритм идет. То есть, вот как у нас получилось, вот как было. Вот таким образом мы сделали смещение, очень похожее на Direction Warp, с помощью пиксель-процессора. Второй пример будет посложнее, но и пополезнее. Мы будем создавать генератор, который будет на вход брать картинку. Допустим, у нас есть какая-то картинка дерева, и мы хотим разбить ее на определенное количество плиток, и эти плитки зарандомить. Давайте делать. Мы создаем пиксель-процессор. Он у нас будет цветной, да, то есть здесь color будет. Дальше. Что нам нужно сделать? Нам на самом деле помимо картинки нужно еще сделать небольшую матрицу из... Давайте пока будут квадраты. Из квадратов. Для этого нам тоже понадобится пиксель-процессор. И сейчас мы создадим переменную. Допустим, amount. Она у нас будет integer. Она будет задавать количество квадратов. По умолчанию пусть будет 2 пока. Минимальная 1, максимум 10. Так и оставим. Итак, мы сразу берем getInteger, нашу переменную, сюда. Сразу переводим ее во float. И теперь, смотрите, нам нужно разделить x и y на количество, на вот это количество частей. Как мы это будем делать? Мы это будем делать хитро. Мы просто будем делить. Мы возьмем текущую координату позиция. Вытащим отсюда x и вытащим отсюда y. Дальше. Мы зададим ширину плитки. То есть, если, допустим, сейчас у нас amount 10, то ширина плитки у нас будет, так как ширина картинки единичка, то мы берем единицу, делим на количество плиток. Это и будет у нас ширина плитки. Ширина плитки. Дальше. Мы координату x делим на ширину плитки. И дальше мы берем давайте возьмем функцию floor, которая будет брать меньшее число, то есть целое число. И точно так же разделим координату y на ширину плитки. И это у нас также будет меньшее число. То есть отбрасывать все
всю дробную часть. Получается, что у нас вот здесь счет будет целыми числами от 0 до количества плитки минус 1, потому что нулевая плитка тут не считалась. То есть если 2 плитки, то будет здесь счет от 0 до единицы. И здесь счет от 0 до единицы. Теперь, если мы это все сложим, к примеру, то у нас также будет целое число. Мы его можем преобразовать в целое число и воспользоваться функцией global_random, которая будет относительно входящего сида разукрашивать нам именно одну плитку в один цвет. То есть сейчас, если я выведу ее как output нодой, то смотрим, что у нас вышло. Вот я открыл превью нашего процессора. Если мы сейчас будем ставить amount разные числа, мы видим, что у нас плитка разукрашивается в разные цвета. То, что нам нужно. Но на самом деле не совсем в разные цвета. То есть вот здесь одинаковый цвет. Почему? Потому что происходит сложение. То есть вот здесь x и y целые числа складываются. А нам нужно сделать так, чтобы... И получается... когда складываются, получается вот здесь целое число одно сидовское. И оно выдает одинаковый результат на эту плитку и на эту. Одинаковые результаты на эту, на эту, на эту и на эту. Нам нужно, чтобы random seed на каждую плитку делал свое число отдельное. А для этого достаточно, допустим, столбцы, точнее строчки, перемножить на количество плиток. И уже потом их сложить. Вот здесь. Теперь мы видим, что у нас плитки разнообразный цвет принимает. Но, допустим, мне не нравится, что вот здесь 3 подряд похожих идут. Я включаю Random Seed, начинаю крутить, ничего не происходит. Потому что у нас вот этот Random Seed не подключен к нашему Global Random. Нам надо его подключить. Поэтому мы через Input Values включаем новую переменную сюда, в пиксель процессор. Создаем value процессор. И в value процессоре мы делаем обычную ноду random. И выставляем какое-нибудь большое число. 3, 5, 5, 6, 5. Оно нам будет выдавать рандомное число от 0 до 35 тысяч, грубо говоря, да? И теперь мы вот это рандомное число можем здесь принять. Мы берем getFloat, берем наш input, вот оно число. Его мы преобразуем в integer. И давайте просто сложим с нашими интеджерами, которые входят в Global Random. Теперь смотрите. Если я начинаю крутить Global Random, у меня меняются квадраты. То есть я создал матрицу, которая делает 7 на 7 количество квадратов, которые закрашиваются рандомно. Либо вот я тут могу менять количество их. Все, матрица наша заработала. Давайте вставлять в пиксель процессор. У нас есть картинка. Давайте мы ее выведем. То есть, если мы возьмем Simple Gray, а это Simple Color, а это цветная картинка сейчас, и выведем ее на экран, то у нас будет просто без изменений она проходить через пиксель процессор. Теперь давайте мы сделаем трансформ относительно наших квадратов. Мы же не зря их делали разного цвета. Сейчас, если я возьму, допустим, координату x,
и прибавлю рандомно цвет из нашей матрицы квадратов, а это у нас вот получается. Так. Рандом квадраты. Давайте, пусть будет это x. Если сейчас я вот... Так, сейчас не получится так. Нам нужно, так как мы вывели это координату x, здесь я беру координату y, складываю в вектор и уже его вставляю сюда. Тогда мы видим, что у нас происходит какое-то движение относительно наших квадратов. Давайте покрутим. Это количество квадратов, вот мы видим. И происходит какое-то движение. Нам нужно сделать усиление какое-то, да? Intensity. Допустим, intensity offset. И теперь, как мы делали раньше, мы вот этот рандом умножали, точнее вот этот вот значение в пикселях умножали на intensity. Так, у нас intensity offset. И уже вставляли его сюда, в сам offset. И теперь в превью мы видим, что мы можем передвигать. Так, с первым справились, что мы можем двигать по оси X. Но на самом деле я хочу двигать не только по оси X, но и по оси Y. Потому что, допустим, вот эти три квадрата, они тайлят именно вот эту часть. И иногда будет совпадать, допустим, узор. Здесь не видно, да? Вот. Вот здесь совпадает узор. А такого не хотелось бы, чтобы происходило. Для этого мы еще будем двигать по оси Y. Мы создадим еще один квадрат из пикселей процессора. Это у нас получается random X. Это будет у нас random Y, к примеру. И чтобы они нам давали другие квадраты, чтобы вот этот процессор давал нам другие квадраты, нам достаточно просто здесь в random seed взять и поменять число, допустим, прибавить еще какое-то число. Integer прибавим там какое-то вот такое. И теперь при увеличении у нас получается один пиксель процессор создает одни квадраты рандомные, другой другие. Так, давайте вот так проверим. Да. Теперь закидываем random Y тоже сюда. И теперь возьмем и подключим второй слот сюда. Это будет у нас random квадраты Y. И их мы будем также перемножать на наш intensity offset. И будем складывать с Y. И теперь смотрите, что у нас выходит. То есть мы, когда начинаем крутить intensity offset, мы видим, что у нас двигаются и по X, и по Y офсеты. Дальше. Я думаю, нам не хватает сейчас рамки, которая будет показывать нам границы плиточек. Но прежде давайте все-таки на самом деле уйдем от квадратов. То есть пусть у нас будет более универсально, у нас будет, допустим,
вариант делать ее квадратную, либо прямоугольную. Я создам переменную. Так, давайте вот это вот мы пофиксим. Сохранимся. Так, я создам переменную mode. Или давайте type. Тип плиток. И он у нас будет integer по списку. Первый будет у нас квадрат. Так, первый у нас квадрат. Второй прямоугольник. Так, вот это вот нам не нужно уже. Теперь нам нужно чуть-чуть переделать наш пиксель-процессор первый и второй, которые рандомно показывали цвет квадратов. Давайте зайдем в первый. Что мы тут будем менять? Как? Во-первых, мы добавим сюда getInteger type. И сейчас через условный оператор мы сейчас сравним. Если type равен единице, тип, то это будут квадраты. Так. Сдублирую для y тоже такой же условный оператор. И здесь тоже будет также квадраты. Так, это я меняю местами вот здесь. Замену произвожу. И отсюда вывожу на умножение на y. Так, не отсюда я вывел. Давайте это пока так и оставим. Хотя нет, это нельзя оставлять так. Мы сразу разделим на единицу, разделим опять на это число, чтобы вернуть. То есть в данном случае сейчас вот так мы вернули это все. Давайте это все спрячем. Это мы сейчас отработали условия, если квадраты. Если прямоугольники, то давайте добавлять новые переменные. Добавляем переменную amount x. И amount y. Они у нас будут все integer. По умолчанию пусть будет здесь 7, а здесь, к примеру, 4. Заходим в наш пиксель-процессор. Здесь я меняю название ширина плитки квадратной. И теперь делаю то же самое, но с amount x и с amount y. Это у нас будет прямоугольная плитка. Ширина и высота прямоугольной плитки. Итак, значит в x, если у нас type не равен единице, значит это у нас будет прямоугольная плитка. В x, а x это вот сюда, мы вставляем вот это. В y переменную мы вставляем вот это. Проверяем, как у нас работает. Если мы сейчас переключимся на Rectangle, то мы увидим, да, у нас заработало, произошло деление на прямоугольнике 4 на 7. Как у нас по умолчанию тут и было, 4 на 7. Так, x у нас 7, y 4, все работает.
Точно так же надо сделать и вот здесь. Мне лень здесь все делать, я просто возьму, скопирую число, которое мы прибавляли, да, удалю его и сделаю вот таким образом. То есть я просто прибавлю здесь это число. Уже не прибавится. Ну, давайте заново напишем. Там все равно у нас рандомное число было. Какое-нибудь вот такое. Какое-то, что-то вроде этого было. Так. Вот я сохранился на теоретическую часть. Ну, ничего страшного. Я думаю, сейчас будет намного сложнее. И именно это надо будет сохранять. Все, сохранились. Вставляем сюда. Проверяем. Сейчас прямоугольники, они плохо видны, да, давайте сделаем, чтобы было явно видно, 1 на 7. И покрутим Intensity. Да, мы видим, что вот разделился рисунок просто на 7 полосок. Поставим хотя бы 2. Теперь добавим сетку. Сетку наших краев плитки. Для этого нам Random Set не нужен. Поэтому я даже удалю вот этот вот Input Values. Захожу в него. Но нам нужны до сих пор все вот эти настройки. А вот это мы удаляем. Итак, смотрите. Получается сейчас я буду делить на модула и x, и y. Что она нам будет давать? Она нам будет давать только остаток отделения. И мы будем вычислять, если остаток отделения меньше какого-то минимального числа, то это будет белый цвет, то есть он будет около края. Давайте мы сейчас это и зададим. У нас будет не lines, а border, да? Border, ширина бордера. И сразу поставим ее маленькой пока. Так, я не сюда зашел, вот сюда. Это у нас будет края плитки, чтобы не путаться. Итак, проверяем. Если у нас... во-первых, на что делить? Делить x на количество плиток по x, y на количество плиток по y. Теперь, если у нас деление, остаток отделения очень маленький, допустим, меньше, чем наша переменная ширина бордера, и y меньше, чем наши, и то, и другое, тут нужно ставить или. Или то, если меньше, то у нас получается пиксель будет белый. Если меньше, то пиксель ставим белым. Если больше, то пиксель ставим черным. Выводим. Смотрим, что у нас вышло. У нас вышел 1 пиксель. Возможно, у нас слишком большое число. Сейчас 0,1. Так. Все верно. То есть у нас получалось, если остаток больше, а нам нужно же меньше. Меньше. И здесь меньше возьмем. Меньше. Так. И смотрим, у нас уже что-то похожее происходит, да? Давайте поставим побольше число. 1. Смотрите, если я буду увеличивать, я увеличиваю, мы видим, что на самом деле у нас не
не от центра идет этот край, а от левого края. Нас так не устраивает. Как это изменить? Нам нужно добавить еще одно условие. Если меньше границы вот этого бордера, которого мы указали, и если мы вычтем ширину плитки саму из остатка, мы вычитаем ширину плитки из остатка. Так, это булевая операция, неверно. Вот, из остатка. И вот эту... так, все верно ли? Ширина плитки по x из остатка по x и ширина плитки по y из остатка по y. Вычитание, точнее. И получается, что у нас будет белый цвет там, где практически нулевой остаток и практически целый остаток, который доходит до плитки с другой стороны. Теперь тут нужно правильно расставить логические операторы. Нам, конечно же, надо тут расставить или. Точнее, не или, а да, или. Так, но только нам тоже нужно знак равенства. Тут больше или меньше, больше или меньше. Меньше. И здесь меньше, чем наш бордер. И тоже или. И здесь. Так. Теперь смотрим. Мы начинаем уменьшать бордер. Давайте увеличивать. И мы видим, что сейчас работает корректно все. То есть от центра краев плитки увеличиваем бордер. Но бордер у нас очень сильно увеличивается. Я предлагаю сразу же его умножить на коэффициент. Давайте мы умножим на коэффициент, допустим, 0,1, чтобы он хотя бы в 10 раз меньше у нас умножался. Так, 0,1. И теперь смотрим. Увеличивая бордер, мы увеличиваем бордер между плиток. Давайте мы сразу это сблендим. Здесь бленд, поставим градиент. А хотя давайте тут... Нет, все-таки оставим вот так вот. Просто чтобы видеть результат. Давайте поставим Subtract. Вот таким образом. Дальше. Проверяем, все ли работает. Amount это у нас, если квадраты. Давайте мы сейчас сделаем небольшую, а то мы сейчас начнем путаться, у нас будет много переменных. Мы сейчас сделаем небольшой порядок в переменных. Это у нас будет form папка. Первое будет у нас type. Дальше x и y. Теперь, когда мы выбираем квадрат, нужно, чтобы была только опция для квадрата, чтобы вот эти две опции убирались. Как это сделать? У каждой переменной вот здесь вот в поле есть условие видимости. Здесь даже есть подсказка. Если какая-то переменная равна чему-то, то она показывается. То есть видно если. И сейчас мы впишем
мы будем относительно переменной type работать. Поэтому здесь записываем input type. Так, квадратные скобки, кавычки, переменная type, кавычки, квадратные скобки. Input type равняется единице. Это квадрат у нас, да? Так, я не помню, тут пробелы он приветствует. По-моему, да, заработало. И копирую то же самое на прямоугольник. Но на прямоугольник у нас тип 2. Помним, да? То есть, если мы откроем переменную тип, то значение 2 это прямоугольник. Значит, здесь поставим 2. И здесь поставим 2. Проверяем на превью, что у нас видно. В форме квадрат. Видно количество квадратов. Давайте откроем. Вот, у нас видно количество квадратов. Rectangle. У нас пропало количество квадратов amount, зато остались amount x и y. И мы можем их крутить. Вот таким образом можно наводить порядок в переменных, чтобы не путались мы. И чтобы мы их хорошо видели. Наверное, бордер надо еще уменьшить на 0,5. Как-то вот так. Да, мне вот так больше нравится. Даже можно еще даже. Что уж мелочиться, на 0,01. Вот так более точная настройка. Не надо там вводить ничего вручную, а визуально уже достаточно удобно крутить. Сохраняемся. Так, теперь давайте добавим поворот рандомный. Я предлагаю не создавать отдельный квадрат для рандомного поворота, а использовать, допустим, рандом y, квадраты его, использовать для поворота. Так. Давайте для этого мы создадим еще одну переменную, которая будет rotate amount или intensity давайте. Так, пусть будет единичка. И теперь вспоминаем нашу матрицу поворота. Мы берем, допустим, float 2. Нам нужен угол. Угол поворота мы будем задавать через переменную rotate intensity. Преобразовываем. Будем представлять, что это движение на угол идет, получается у нас. Мы умножаем на рандом y. На значение в пикселе рандом y. И теперь это переводим в радианную меру угла. Умножаем на 2π. Дальше берем косинус и берем синус. Создаем единичный вектор x нового, да? У нас получается, он имеет координаты косинус-синус. Так, а y, единичный вектор оси y, получается у нас минус синус на косинус.
Теперь мы берем координату текущую. Вычитаем из точки, на самом деле это точка поворота будет. Вычитаем из точки поворота и делаем два скалярных произведения. Это у нас получается x, это y. И выводим в двойной вектор xy. Дальше, если мы сейчас прибавим все это дело. Так, давайте пометим, что это центр вращения. Центр вращения. Если мы прибавим все это к центру вращения, то у нас это будет вращаться вокруг этого центра. Сейчас 0, 0, 0 стоит. И теперь нам нужно просто сложить Так, я не то складываю, извиняюсь. Просто сложить два вектора. И смотрим, что у нас получается. Так, открываем превью. Rotate Intensity. Если ставим на 0, то у нас поворота нету. У нас Intensity Offset есть. Если мы ставим Intensity Offset на 0 и начинаем просто крутить поворот, мы видим, что относительно точки координат, относительно нулевой точки координат, нулевой, идет поворот. И не только поворот. Тут идет какое-то масштабирование. Я где-то, значит, ошибся. Давайте зайдем. Хорошо, что я проверил. Так, я нашел ошибку, где у меня была неправильная. То есть при повороте получалось, что у меня, когда угол был 90 градусов, тянулась текстура. На самом деле нужно подключить текстуру, которая идет после офсета, в поворот. И здесь уже ничего не складывать, а сразу пустить на выход. То есть получается вот таким образом. Так, я сейчас лишнее удалю. Вот смотрите еще раз. Вот здесь это у нас offset. Давайте мы наведем порядок, чтобы не запутаться. Это у нас offset. Это у нас поворот. То есть мы сначала делали offset, а потом поворачивали уже офсетную часть. Дальше мы можем центр вращения поставить какой-нибудь, к примеру, 0, даже не 0,5, мы можем его передвигать рандомно тоже. То есть мы можем взять и сделать вектор из наших квадратов. И он рандомно для каждого квадрата будет тогда подцеплять центр вращения. Так, мне кажется, более интересно будет и рандомно. То есть вот сейчас мы вращаем. Угу. Так, и offset. Все у нас работает. Едем дальше. Теперь я хочу добавить функцию, которая бы делала не рандомные повороты,
а допустим под 90 градусов рандомно поворот делала или под 45 градусов рандомно. Для этого, наверное, нам все-таки придется сделать один дополнительный квадрат. Он у нас будет рандом углов, к примеру. Его мы будем использовать. Его мы будем использовать здесь внутри. Это я шпаргалку убрал. Не обращайте внимания. Так, он у нас заходит. Рандомные углы, получается, заходит во вход 3. И мы, значит, подменяем вот этот вход 2. Был у нас рандомные углы. Мы сейчас добавим вход 3. Это будет у нас рандомные углы. Так. И его вместо второго подключаем сюда. Здесь мы его пока менять не будем. Итак, что у нас есть? Нам нужно здесь, я думаю, что-то сократить можно. Сейчас, секунду. Не, наверное, тут сокращать мы ничего не будем. Получается, что вот это вот рандомный угол. От 0 до единицы. Так. Сейчас посмотрим, как он здесь идет у нас. Выходит сюда, умножается на Rotate Intensity. Допустим, это будет единица. Все. Да, все верно. Значит, здесь получается, мы заходим и думаем, как нам сделать углы под 90 градусов. Так, это я удаляю. Значит, у нас есть 360 градусов. И получается 90 градусов один угол, второй, третий и четвертый. То есть, грубо говоря, нам нужно единичку разделить на 4. Тогда мы получим 0,25. И теперь, смотрите, ребят, если мы делим рандомный угол на 0,25 и из него берем, допустим, меньшую часть, флор, и после этого мы умножаем опять же на 0,25, то у нас получается скачкообразные, то есть рандомность, но она скачкообразная будет. Так, это у нас углы 90 градусов. Смотрите, давайте сейчас проверим. Может быть, я не прав. Углы 90 градусов. Мы выведем ее как выходную ноду и посмотрим значение пипеткой. Так, 0, 0,25, 0,5. Да, все работает. Вот с скачками работает. 0,75. Отлично. Это сработало, углы под 90 градусов. Точно так же мы сделаем углы под 45. Значит, углов под 45 у нас получается еще добавляется 4. То есть вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. То есть 8 углов у нас получается. Значит, мы делим не на 25, а на 8 частей единицу. Это получится 25 разделить на 2 еще, значит. Это значит 125 тысячных. Давайте это проверим. Да, тут значения пошли тоже какие-то. 125. По-моему, работает. Сейчас мы на рисунке все это проверим еще. Итак, и еще
Вот когда у нас углы 90 градусов есть, я хочу их еще возможность повернуть на 45 градусов. Поэтому давайте мы вот это вот сейчас еще к каждому углу добавим, по-моему, я правильно делаю. Добавим еще угол 45 градусов. Вот он, угол 45 градусов. Это у нас получится. Так, это углы у нас 45. Здесь углы только диагональные. Так, и теперь давайте сделаем переменную, которая у нас будет выбирать, какие углы нам нужны. Так. Я выберу название переменной TypeAngle. Она у меня будет integer из списка. И здесь у нас будет 2, 3, 4 варианта. Да? 1, 2, 3, 4. Первый вариант рандом. Второй вариант у нас было 90 градусов. Третий вариант 45. И четвертый вариант. Так, третий вариант 45 и 90. И четвертый вариант только 45. Так, по умолчанию у нас стоит рандом. Ну, пусть пока так и стоит. Заходим сюда. Выводим нашу переменную. Она у нас getInteger. Так, вот она. И теперь сверяем с единицей. Если она равна единице, то условный оператор. Если равна единице, то у нас рандомный угол. Правильно? Правильно. Так, это мы написали. Дальше. Если не равен единице, значит следующее условие сразу же. Давайте я вот так буду сразу копировать. Наверное, вниз. Хотя давайте наверх. Так тоже можно. Так, если не равняется единице, сравниваем с двойкой. Если равно 2, но смотрите, сравниваем с двойкой когда? Когда не равно единице. То есть, когда не равно единице, у нас пошло вот это сравнение. Если равно двойке, то у нас 90 градусов. Если не равно 90 градусов, то пошло следующее сравнение с тройкой. Так. И если равно 3, то у нас получается под 45 градусов. А если не равно 3, то значит уже было не равно единице и 2, значит это по умолчанию сразу же 100% четверка. И это мы все подключим вот сюда, когда не равно 2. На выходе у нас получается вот эта нода. Так, рандомные углы сделали. Теперь заходим сюда. Смотрите, вот они рандомные углы сюда приходят. Теперь, если у нас получается 90 градусов, а Rotate Intensity не равно единице, то у нас вся схема ломается. Поэтому тут я также выведу нашу переменную getInteger, который определяет тип углов. И нам нужно, чтобы вот эта Rotate Intensity работала только тогда, когда у нас рандомный угол. То есть мы сверяемся, если равняется
единицы, то мы можем брать рандомный угол. Если не равняется единице, то мы ставим единичку. Умножение на единичку не будет нам ломать наши углы. И мы вставляем сюда. Давайте проверять, что у нас вышло. Так, это у нас рандомные углы. Давайте под 90. Под 90 работает, да? Rotate Intensity не работает. Видите, оно отключилось у нас. Оно работает у нас только когда рандомный угол. Вот. Под 90 градусов работает offset. Отлично работает, все. Так, под 45 градусов и под 90. Так, появились какие-то углы, да? Какие-то остались. Есть возможность поменять углы у нас. Давайте посмотрим. Если мы будем random seed крутить. Да, мы крутим random seed и меняются углы. В принципе, это нормально. Дальше. Только 45 градусов. Смотрим под 45. Все под 45. Ну и давайте попробуем покрутить количество плиток. Давайте сразу вот так будем смотреть. Так, ну вроде все работает. Угу. Так, сохранимся. Итак, идем дальше. Явно сейчас, я думаю, нужно нам попробовать сделать офсет. То есть, чтобы, допустим, нечетные ряды сдвигались по какому-то офсету. Для этого мы возьмем, наверное, за основу какую-то... Давайте вот этот пиксель процессор возьмем за основу. Он у нас будет офсет. Так. И зайдем в него. Сейчас переделаем. Нам нужно для офсета, чтобы были не квадраты, а именно полоски. То есть получается, мы x обрабатывать не будем. То есть если сейчас мы возьмем, зайдем сюда и вот эту вот часть с x уберем, чтобы она не влияла на результат. Если мы вот так подключим, мы видим, что у нас появились полоски. Так, это мы удалим. Это лишнее. Дальше. Так, вот это, наверное, вот этот рандомный угол, он нам будет мешать. Так. Сейчас, секунду, соображу. Давайте протестим. Так, если 90, меняются. Давайте лучше возьмем на самом деле не рандомный угол, а, допустим, рандом x. Возьмем в офсет. Значит, все, что связано с x, мы удаляем. И вместо этого получается только y у нас на результат влияет. Так, дальше. Нам нужно проверить, работает ли у нас рандом тут. Так, превью. Рандом работает. И давайте мы чуть поменяем, потому что здесь сейчас похожие результаты идут. И чтобы были другие результаты, мы просто добавим какое-то дополнительное число. Так, сейчас, секунду, давайте проверим на всякий случай, чтобы все было хорошо, красиво работало. Так, это у нас берется целая часть отделения. Ширина плитки, ширина. Так.
Давайте мы просто сюда добавим какое-то число. Какое-то, вот, к примеру, такое. Integer. Хотя мы вот так вот добавим сейчас и все это преобразуем к интеджеру. Вот таким образом. Так. Сейчас, секунду, мы проверим. Это темное, это самое светлое вот это. Да, меняется. И это у нас будет рандом. Это у нас будет offset. Мы создаем новую переменную. Так, я сделал небольшой перерыв в неделю. Поэтому я забыл, какие я тут переменную уже вбил. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Параметры. Так, тип offset у нас, интенсивность офсета. Это какой у нас офсет идет? Сейчас, секунду, я проверю. Извиняюсь. Это офсет по смещению. Intensity offset, а нам нужно... Давайте мы сделаем... Давайте пока обзовем offset 2. С именами мы, я думаю, разберемся чуть попозже. Offset 2 у нас будет float. И теперь нам нужно двигать по офсету. Так, давайте, так как мы уменьшили очень сильно бордер, ширину бордера, мы ее сделаем чуть посильнее, чтобы она у нас была видна. Вот так вот. По умолчанию будет 0,3. Так, нам нужно офсет сделать на нашу плитку, вот на эту часть, и на нашу сетку. Значит, мы делаем новый пиксель процессор. Сначала сдвигаем текстуру. Поехали. Так. GetFloat 2 берем. Как всегда. У нас на вход есть sample color, нулевой вход. И первый sample gray это, давайте мы обзовем это рандом. Рандом offset. Извиняюсь, что по-русски. Я думаю, вы меня простите. Так, это у нас первый вход. И дальше что мы делаем? Нам нужно вот эту текстуру сдвигать в сторону, влево или вправо, неважно на самом деле, по интенсивности по этой маске. Давайте тут мы сделаем сразу по умолчанию 3, вот 4 пусть будет по умолчанию. И смотрите, что нам нужно. Нам на самом деле нужно каждую точку взять координату x у нее и сдвинуть вправо или влево на какое-то определенное значение. Так как у нас уже полоски есть, то мы будем, давайте сдвигать в какую-то сторону, давайте вправо. То есть это будет вычитание вправо, не забываем, да? Так, здесь мы достаем переменную x. И нам также понадобится переменная y, чтобы потом собирать обратно координаты. Точки, из которой мы будем брать информацию. Так, и мы работаем с координатой x. Мы ее прибавляем на offset. Но здесь мы сейчас делаем multiply и добавим нашу переменную, которая у нас offset 2. Она у нас будет регулировать наш offset. Итак, добавили. Сейчас у нас получается, мы берем, допустим, вот эту точку какую-то. Сейчас, секунду.
Мы берем какую-то вот эту точку, к примеру. У нее есть координата x. И мы относительно этой точки берем, прибавляем координату по офсету. Вот это офсет у нас. Прибавление идет сюда. И получается у нас координаты сейчас не текущие вот этой точки. Пусть это точка А будет. А сейчас у нас координата x точки А1. И из этой точки мы будем брать информацию, вот эту вот, и сдвигать ее влево. То есть информацию из этой точки мы будем вставлять вот сюда вот, в эту точку. Так. Сдвинули. И сейчас мы соберем наши координаты обратно. И уже вот координаты новой точки мы будем выводить вот так вот. Проверим, работает, нет. Так. Offset 2. Отлично. Offset 2 у нас заработал. Осталось то же самое сделать, провернуть и с нашей сеткой. То есть точно такое же действие. У нас будет происходить и с сеткой. Так. Это мы тоже напишем как offset. И получается мы заменяем. Тестируем. Отлично, офсет работает. Все замечательно. Он работает в одну сторону. Ну, если мы поставим -1, к примеру, то он у нас будет в другую сторону работать. Влево и вправо. В любую сторону. Давайте тогда, чтобы было удобнее двигать офсет, у нас мы сделаем в переменной по умолчанию 0, минимум -1, максимум 1. Так, проверяем. Все, -1, 1. То есть мы можем двигать как влево, так и вправо. Но мы, естественно, не фиксируем эти значения, оставляем кламп выключенным. Потому что у нас получается перемножение офсета идет на вот эти цвета. А они могут быть, допустим, почти черные, ну, темные. Вот это вот серенький, да, серый цвет. И при единице офсета он будет сдвигаться наполовину. А может быть, нам нужно сильнее сдвинуть офсет. И поэтому оставил его для больших чисел. Рандомный офсет мы сделали. Но бывает, нам нужно именно, чтобы на половинку офсет был. Давайте сделаем офсет нечетных полосок или четных. Посмотрим сейчас, как получится. Что изначально я и хотел сделать. То есть сначала мы сейчас рандомный сделали, рандомный офсет заработал. Теперь делаем офсет, который будет через ряд нам делать одинаковый сдвиг. Так, что нам для этого нужно? Нам для этого нужно вот эта часть. Она, получается, у нас считает количество рядов. То есть здесь сейчас у нас, давайте я коммент напишу, от 0 до какого-то числа n. На самом деле не до n, а до n-1. n это количество рядов. n количество рядов. Значит, теперь нам нужно проверять, четный ряд тут будет или нечетный. Для этого мы будем избегать 0. Мы возьмем другую функцию, которая берет
большую часть от числа. То есть если у нас 1,5 или 1,3, то вот здесь будет 2. Для этого у нас вот здесь вот, я напишу коммент, идут числа от единицы до n. И нам вот эту часть и нужно теперь использовать. Дальше. Как проверять, четный ряд или нечетный? На самом деле есть функция в дизайнере паритет тест. Если мы в поиске введем parity, он так и называется parity тест. Смотрите, что он делает. Мы можем открыть и видим, что входящее число складывается вместе. То есть получается, грубо говоря, если x, то получается 2x. Дальше добавляется единица 2x плюс 1 и умножается на 0,25. Давайте это запишем, чтобы... Это я удалю. Запишем, чтобы в уме все это держалось. Так, 2х. Вот это на вход x идет. 2х плюс 1. И умножается на 0,25. То есть делится на 4 получается, да? Дальше. Сейчас я вот это посмотрю, что тут у нас. Проверяется сравнение на 0,5. Вот здесь у нас идет ответвление. То есть у нас идут две части. Здесь большая часть от этой операции. Здесь естественная часть, которая от этой операции идет. То есть с остатком. То есть получается из общей части вот отсюда мы напишем all. Вычитается только нижняя часть x. Получается остаток. И если остаток больше 0,5, то значит это четное число. Мы можем вот эту часть представить как x деленное на 2, а вот эту часть 1 деленное на 4. Ну, плюс 0,25 получается. Давайте так и запишем. 0,25. 25. И смотрите, если какое-то любое четное число тут будет, 2, 4, 6, 8, то тут будет целое число. И целое плюс 25 при вычитании общего числа от нижнего, получается, будет у нас остаток 0,25. Это у нас будет четное число. Я вначале неправильно написал, что нужно сравнивать с 0,5, если больше 0,5. А тут на самом деле 0,5 сравнивается с результатом. То есть, если 0,5 больше нашего результата вот этого вот. То есть получается на самом деле у нас в остатке всего два варианта. 0,25. И если будет нечетное число, это, допустим, 1/2 плюс 0,25, получается 0,75. Это нечет. Нечет. И теперь вот это вот условие срабатывает и выходит на выход. Правда? Если 0,5 больше одного из этих двух чисел. 0,5 всегда больше 0,25. И всегда меньше 0,75. То есть вот это будет правда. Это четное число. Значит, если выходит из функции правда, то это четное число.
Если ложь, то нечетная. Возвращаемся в наш граф. Теперь мы выяснили, что если у нас четное число, то мы что-то будем делать. Если нечетное, то что-то другое. В данном случае я предлагаю пока поставить, если четное, допустим, 0. Тут на самом деле сейчас пока не важно. Если нечетное, то 1. И у нас просто получится, что каждый столбец, четный или нечетный, будет как зебра, черно-белая. Сейчас я это отодвину. Так, а на самом деле, наверное, нам вот эта часть не нужна. Если мы преобразуем вот эту сейчас выходной нодой, то у нас как раз и получится наша зебра. То есть получается, нечетный ряд у нас белый будет. Вот, это ложь. Четный черный. И давайте мы сделаем, пока оставим так. И теперь подключим нашу зебру в наши процессоры. Давайте сначала в один процессор подключим, а уже потом скопируем его вот сюда. Заходим в нашу ноду и достаем отсюда нашу зебру. Зебра у нас вход 2. Вот эта часть, это у нас рандомный офсет. А вот эта часть у нас будет сейчас правильный офсет. Давайте разберемся с нашими переменными. Тут был у нас random offset, по-моему. Intensity offset. Все, тогда мы вот этот offset 2 меняем на offset random. И добавим теперь offset. Давайте будет просто offset. Поставим пока на 0. Минимум минус 1. Максимум 1. Заходим в нашу ноду. Достаем отсюда переменную офсета, которую мы только что объявили. Offset. И его будем умножать на нашу зебру. То есть получается, что если мы будем черный цвет умножать на любое число, то там офсета не будет. На этих рядах офсета не будет. Офсет будет крутиться только на белых рядах. Это у нас нечетные. И теперь нам нужно просто сложить рандомный офсет с нашим офсетом. Смотрим, что у нас выходит. Так, зайдем в превью. Offset рандом поставим пока на 0. Offset наш. Отлично. Я вижу, что крутится. Наша сетка не крутится, потому что мы еще не подключили ее сюда. Но offset у нас работает. И рандом offset влево, вправо. Все работает. Единственное, наверное, рандом offset надо сделать в разные стороны, чтобы он крутился. То есть сейчас, если мы двигаем вправо, допустим, offset, то у нас все плитки сдвигаются влево. Давайте сделаем так, чтобы у нас offset крутился и вправо, и влево при увеличении рандома. Как это сделать? Скорее всего, это будет происходить при сравнении инпута 1 с 0,5. То есть с серым цветом. Цвета, которые будут темнее серого, будут в одну сторону крутиться. Цвета, которые будут светлее серого, в другую. Для этого нам нужен условный оператор. Вот это мы сдвигаем. И сравниваем. Если
на этот вход подается цвет больше 0,5. Хотя тут сравнение не нужно. Вот я сейчас написал лишнее. На самом деле нам нужно просто из инпута 1 вычесть 0,5. И получается, что, смотрите, все, что меньше 0,5, будет у нас отрицательное. Все, что больше 0,5, будет положительное. И все это мы будем перемножать. Отрицательный будет в одну сторону двигать офсет, положительное в другую. Все, сейчас у нас заработал офсет в разные стороны. Random offset. Давайте посмотрим. Так, меня сейчас отвлекают плитки. Давайте вот здесь посмотрим. Да, вот мы видим, что какие-то двигаются в одну сторону, какие-то в другую. Как раз то, что нам и нужно было. И теперь все у нас заработало. Теперь нам нужно будет подменить вот этот пиксель процессор на этот. Точнее, наоборот, вот этот на этот. Мы делаем копию. Вставляем. Раз. Два. Так, это уже вставлено. И меняем вот сюда. Так, давайте проверять, что у нас вышло. Random offset работает. Поставим на 0. Обычный offset работает. Все заработало. С офсетами разобрались. Так, давайте мы вот так сдвинем. Предлагаю сохраниться. Дальше давайте добавим на вход не одну текстуру, а до 4. Допустим, у нас будет... Так, я добавлю сейчас HSL. Допустим, скручу его вот так. У нас будет такая текстурка, вторая. Третья у нас будет, к примеру, вот такая. Четвертая у нас будет какой-нибудь кардинально другой цвет. Вот фиолетовый проскочил, там я видел. Ну вот подойдет, я думаю, так. То есть у нас получается 4 текстуры. И все эти текстуры мы будем вставлять в наш процессор. Смотрим входы. 4, 5, 6 появился. Заходим сюда. У нас получается input 0 есть. Дальше я пока отключу эту связь. У нас есть 4, 5 и 6. 4 текстуры. Теперь нам нужна маска, которая будет рандомно выбирать, какую текстуру будет подставлять в какой квадрат. Для начала я соединю все эти текстуры, координаты со всеми текстурами. Дальше. Маску давайте возьмем любую. Допустим, вот это у нас уже готовый, чтобы не платить кучу масок. Мы ее выведем. Вот сюда к нам. Итак, это у нас маска черно-белая от 0 до единицы. И нам нужно рандомно выбирать какую-то текстуру от 0 до 4. Я предлагаю просто взять вот это число. Это же у нас идет число от 0 до единицы. И делить его на 4. Точнее, не делить его на 4, а проверять. Если вот здесь на вход, если подается от 0 до 0,25,
то будет браться вот эта текстура. Если от 0,25 до 0,5 значения будет, да что такое, то будет подаваться вторая текстура. И так далее до единички. Мы просто теперь на самом деле сравниваем. Если вот это число меньше 0,25, то мы берем вот эту текстуру. Дальше сравнение. Число получилось больше 0,25. У нас идет второе условие. Если число меньше 0,5, то есть значит уже меньше значение идет от 0,25 до 0,5. Давайте я вот это вниз, ниже вот так поставлю. Или вот так, чтобы нам значок был этот виден. Так, если получается от 0,25 до 0,5, мы берем вот эту вторую текстуру. Но вот это вот условие сравнивается, когда уже первое сравнили. Поэтому мы вот так вот его соединяем. Дальше. Это мы чуть повыше поднимем. Нам нужно сравнить теперь с 0,75. Сравниваем. Если, то есть, значит уже число, если меньше 0,75, то значит уже проверили, что оно больше 0,5. Две проверки оно вот здесь прошло. И получается это у нас третья текстура. Но эта проверка происходит только, когда уже проверили и 0,25, и 0,5. То есть вот отсюда. И теперь, если не срабатывает ни одно из этих условий, значит значение, подающее вот сюда, вот, больше 0,75. А это значит четвертая текстура у нас идет. Теперь мы сразу можем проверить, что у нас получается. Я на выход делаю вот этот оператор. И мы видим, что у нас рандомно берутся текстуры. Ну, относительно вот этого. Относительно этой карты проверяется рандомность. Можно, конечно, дополнительно еще квадрат подкрутить здесь еще один. Ну, я думаю, это если вам надо будет, вы подкрутите спокойно. Итак, проверяем. Так, рандом работает у нас? Работает. Все, отлично. Теперь я хочу сделать выбор. То есть, если у нас будет одна текстура, вот я, допустим, вот эти три канала убираю, у нас будет черный цвет. А мне это не нужно. Мне нужно, допустим, если у меня одна текстура, то чтобы она одна рандомно раскидывалась. Если две текстуры, то только две, чтобы рандомно раскидывались. 3, то 3. 4, тогда 4. Для этого нам нужно будет еще одну переменную сделать. Обзовем ее как number of texture. Она у нас будет целой. И давайте, пусть будет выбор из списка. Мы добавим сюда 4 значения. 1, 2, 3, 4. Первая будет у нас одна текстура. Здесь у нас будет две текстуры. Здесь 3. И здесь 4. Я думаю, это нужно на самый верх перекинуть, чтобы в превью у нас мы сразу выбирали количество текстур. Так. Переменную объявили. Теперь заходим сюда в наш оператор и думаем. Так, если у нас 4 текстуры, то мы делим на 0, то мы сравнивали
с 0,25. Если у нас будет две текстуры, то на самом деле нам нужно сравнивать с 0,5. То есть вот это вот у нас перестает работать, правильно? Давайте какую-нибудь хитрость придумаем. Я предлагаю вот это входящее число умножать на количество текстур. Мы здесь умножим, возьмем getInteger, количество текстур. Приведем ее, конечно же, к float и это все перемножим. Получается, что если у нас 4 текстуры, то у нас будет здесь на выход максимум 4. Если одна текстура, на выход максимум 1. И сейчас, если я заменю вот эти числа 0,25 на единицу, 0,5 на 2, а 0,75 на 3, то смотрите, что выходит. Если у нас одна текстура, то у нас максимум на вход сюда идет от 0 до единицы. И идет сравнение. Если входящее число меньше единицы, а оно, если одна текстура будет всегда срабатывать, то будет браться только первая текстура. Тут один баг сразу вылезает. Может быть чисто белый цвет. Если будет чисто белый цвет, то у нас это условие не сработает, пойдет дальше работа. Поэтому мы здесь меняем не меньше единицы, а меньше равно единице. Мы берем условный оператор другой, меньше равно единице, и заменяем его. Соответственно, мы заменим и вот здесь все. Так. И вот этот. Дальше, если у нас на вход 4 текстуры, то умножается у нас серый цвет, серый вход на 4. То есть максимум у нас здесь будет подаваться от 0 до 4. И соответственно у нас вот эта вот схема будет работать. Давайте проверим. Смотрите. У нас есть превью. Работает одна текстура сейчас. Смотрите. У нас только первая текстура срабатывает. Если мы поставим две текстуры, то у нас срабатывает рандомность только на две текстуры. Первая и вторая берется. Если 3, то у нас срабатывает 3 текстуры. И 4, соответственно, 4. То есть таким нехитрым способом мы можем добавлять 4 текстуры. Дальше. Смотрите, если я сейчас сохраню эту ноду, то у меня на входе будет всегда 4 слота. Давайте я сейчас сохраню. Открою новый граф пустой. И возьму, вытащу ее сюда. Мы видим, что на входе ничего нету, потому что у нас мы инпуты не проставили. На самом деле здесь у нас будут. Это у нас инпуты. Мы делаем input color. Называем первый input как текстура 1. Второй как текстура 2. Третий как текстура 3. И четвертый, соответственно, текстура 4. Так, 4. Я сейчас буду, ну не сейчас, а потом в конце буду заменять. То есть это у нас как проверка идет. А потом я просто вот так переподключу их. То есть если я сейчас вот так сохраню, открываю мой пустой график, и мы видим, что у нас
на вход идет 4 текстуры. Не обращайте внимания пока на восклицательный знак, потому что у нас аутпута нету. И у нас, причем, все эти 4 слота работают, когда и одна текстура, и 2, и 3, и 4. А на самом деле, когда одна текстура, нам нужен только один слот. Для этого мы сейчас сделаем видимость этих инпутов. У каждого инпута, так же как и у переменной, помните, мы вот здесь вот в переменных, вот здесь в форме делали условия, когда были квадраты либо прямоугольники. Сейчас мы будем делать такие же условия на input входы. Так, я это скопирую. И захожу в первый input. Первый input у нас всегда будет виден, потому что минимум одна текстура на вход должна идти. Вот, visible if. Второй input. Второй input мы копируем сюда пока то, что у нас было. Но на самом деле название переменной нам нужно взять переменную, которая вот это. Number of textures. Мы копируем название это и вставляем его сюда. То есть второй слот у нас должен быть открыт тогда, когда текстур больше 2. Поэтому здесь вместо равно мы поставим больше. Но на самом деле, если будет 2, то срабатывать это условие не будет, тогда просто поставим больше единицы. Либо можно было поставить больше равно 2, но поставим больше единицы. Так, третий слот. Если number of textures больше 2. И четвертый слот, если number of textures больше 3. Сохраняемся. Заходим в наш пустой граф, куда мы закинули ноду. Смотрите, по умолчанию у нас одна текстура, один слот. Если мы ставим 2 текстуры, у нас появляется 2 слота. 3 текстуры, 3 слота. 4, 4. Все работает. Отлично. С этим разобрались. Вернем пока наши текстуры, которые у нас тестовые. Тест вернем пока. Сохранимся. И последнее, что я хотел бы сюда добавить, это HSL. То есть, чтобы, допустим, у нас на вход идет одна текстура, чтобы каждая плитка она не была в один тон, чтобы мы могли регулировать рандомность. Давайте откроем ноду HSL. Посмотрим, какие тут настройки. У нас есть Hue, Saturation и Lightness. Давайте мы все эти переменные объявим. У нас будет Hue Random. Мы делаем Hue Random. Есть. Посмотрим, какие значения она принимает. 0,5 по умолчанию, 0 единица. Значит, здесь 0,5 по умолчанию мы ставим, минимум 0, максимум единица. И здесь мы clamp ставим включенным, чтобы не было ошибок потом. Делаю копию. И еще одну. Я думаю, они одинаковые, да? Да, 0,5, 0,5. И везде тут от 0 до единицы. Saturation и Lightness. Так, здесь у нас будет Saturation, рандом. Здесь Lightness. Есть. Объявили 3 переменных. Заходим в наш процессор. Сразу мы вытащим их сюда.
нам нужен hue random. Hue saturation. Точнее, не hue saturation, saturation random и lightness random. Итак, в Substance Designer есть функция HSL. Мы сначала выведем тройной вектор x, y, z из нашего четверного вектора, да? И теперь вот здесь вобьем в поиске HSL, и мы видим тут HSL offset. На самом деле вот этот HSL offset это то же самое, что и нода HSL в дизайнере. Сейчас, если мы будем подавать сюда, если мы вот так подключим Hue Saturation Random, Hue Saturation Lightness, то в принципе они и будут у нас регулировать все эти настройки HSL относительно входящей ноды, относительно входа вот этого вот. Но нам же нужно рандом сюда вставлять, поэтому мы пока удалим эти связи. И здесь мы будем использовать... на самом деле я неправильно... я сейчас подумал так, что я неправильно назначил мои начальные значения рандома. То есть я поставил здесь 0,5 везде. Давайте мы поставим на 0. То есть на самом деле рандом hue будет нулевым, если рандом hue рандом 0. То есть изменений не будет. Здесь поставим 0. И здесь поставим 0. Но вот здесь вот мы обозначим, что это блок HSL у нас. Мы здесь обозначим, что если 0,5 изменений нет. Но сам формат получается от 0 до единицы у этих величин. Так, нам нужен global random. И теперь, если у нас, допустим, hue random будет больше 0, ну 0,1, к примеру, то у нас global random будет давать значение рандомное от 0 до 0,1. Но нам нужно, чтобы он в разную сторону давал рандом. То есть и в плюс, и в минус. Поэтому мы сейчас возьмем значение hue random, разделим на 2. Такой хитрый прием. На самом деле он не хитрый, очень простой. И уже из выходного рандомного числа, точнее из этого числа, которое мы разделили, мы вычитаем рандомное число. То есть, если у нас, к примеру, hue рандом единица, то рандомное число здесь от 0 до единицы, а вот это число 0,5. То есть, здесь на входе 0,5, здесь от 0 до единицы. Получается, что у нас идет сдвиг от минус 0,5 до 0,5, до плюс 0,5. И получается, мы вот это все скопируем. Сюда. И точно так же скопируем вот сюда. Дальше. Global Random у нас будет работать только когда на вход у нас будет поступать какое-то целое число. Мы это целое число возьмем из рандомного квадрата, допустим, вот этого вот. Тут рандомные квадраты у нас есть. Так, это лишнее. Вот здесь у нас идет какой-то рандом от 0 до единицы.
И давайте мы его умножим на рандомно большое число какое-то. Допустим, 43,5 где-то. То есть получается вот здесь на вход у нас идет рандом числа от 0 до 43 тысяч. Если мы преобразуем в интеджер и вставим сюда вот, то для каждого квадрата будет у нас одни и те же настройки работать. Так. Этот блок у нас готов. И теперь мы можем подключить все это в HSL функцию встроенную. И давайте сразу проверим. Так, нам для этого, чтобы проверить, нужно еще доставать альфу. Она у нас, конечно, единица стоит. Но на всякий случай мы выведем отсюда альфу W. И опять соберем float 4. И ее уже подавать мы будем вместо нашей первой текстуры. Теперь давайте смотреть, что у нас получается. Так, заходим в превью, ставим одну текстуру и наши новые настройки. Давайте lightness проверим, работает или нет. Так, я увеличиваю lightness рандома, у нас все поднимается в цвете. Давайте зайдем, где-то я ошибся. Ошибся я вот здесь. То есть на вход получался у нас Hue Random везде в Global Random. На самом деле вот здесь в Global Random нам нужно поставить Saturation, а в этот Global Random нам нужно поставить Lightness. И мы видим, что уже сразу же у нас все поменялось как надо. То есть, меняя Lightness Random, мы рандомно меняем интенсивность света. Давайте поставим Lightness на 0. Saturation проверим. Так, Saturation работает у нас. Поставим на 0. И Hue Random, если мы включим, то у нас тоже срабатывает. Вот таким образом. Заходим опять в наш пиксель-процессор. И нам нужно сделать теперь то же самое для остальных 4 текстур. Сейчас мы это все сдвинем, чтобы не мешало. Мы просто дублируем. Это поменяли вместо второй текстуры. Дублирую третий раз. Это я меняю. Делаю замену вместо третьей текстуры. И последний раз на четвертую текстуру. Замена вместо четвертой текстуры. Сохраняемся. И теперь у нас, по идее, все должно работать. Давайте поставим здесь 4 текстуры. И сразу проверим на Lightness Random. Да, мы видим, каждый цвет меняет еще и освещенность. Все заработало. Теперь давайте наведем чуть-чуть порядок в переменных. Так, здесь у нас вроде нормально все идет. Intensity Offset оставляем тут. Так, это у нас интенсивность офсета идет. Я понял. Rotate Intensity тоже составляем. Я предлагаю Type Angle поставить там же, где и 4 текстуры у нас. Вот сюда наверх. Так будет лучше. А вот эти настройки Hue мы
сделаем отдельную папку для них. Давайте маленькими буквами. Вот так вот. Раз. Группа идет 2. И третья. Сохраняемся. Теперь выходы. У нас будет два выхода, два аутпута. Аутпут будет у нас именно цвета, и аутпут отдельно рамки. Маска рамки. Чтобы мы уже могли сами что-то делать с ним. Так, это у нас текстура. Это маск. Давайте мы тут и поставим тип маска output, а здесь тип base color. Сохраняемся. Так, и теперь мы вставляем наши инпуты вместо наших тестовых текстур. Опять же сохраняемся. Открываем нашу ноду в пустом графе. И нам нужна какая-то подобная текстура. Я возьму нашу деревяшку и поставлю ее на вход. Проверяем работу. Так, форма. Квадраты работают. Сетка работает. Давайте мы вот здесь вот сразу сблендим. Опять будет Subtract у нас. Ну, пусть будет opacity на 0,7. И проверяем. Так, плитка у нас работает квадратная, прямоугольная. Количество иксов работает, количество игреков работает. Intensity offset работает. Дальше. Толщина рамки работает. Можем сделать маленькую. Повороты интенсивность работает. Offset рандом работает. Так, поставлю на 0. И offset работает. Смотрите, тут момент какой. У нас на самом деле сейчас четное количество, раз, два, три, четыре, пять, шесть, нечетное количество рядов. И получается, что для офсета вот этого вот правильного нужно четное количество рядов ставить. То есть, если я сейчас поставлю, уберу границы, мы видим, что вот эти два ряда, они у нас идут вместе. Поэтому мы поставим количество рядов четное. 8. Тогда у нас все работает. Офсет работает грамотно. Можем настроить условия, когда мы двигаем офсет, проверять на количество рядов. Но я думаю, вы можете уже сами справиться. А то видео и так уже затянулось достаточно сильно. Итак, дальше идем. Настройки. Hue. Проверяем. Работает. Saturation. Работает. Lightness. Работает. Дальше. Давайте вторую текстуру добавим.
какую-нибудь любую, допустим, вот эту вот. Здесь мы выставляем две текстуры. Смотрим, что у нас на выходе. На выходе, так как у нас нет еще второй текстуры, получаются черные квадраты. Но вход у нас для второй текстуры есть. Мы вставляем его сюда. И у нас заменяется. Все работает, да? Давайте мы возьмем и для третьей текстуры поменяем вот такую, сделаем. Три текстуры. Работает. Ну, я думаю, у нас все уже заработало тут спокойненько. Что мы еще не проверили? Мы не проверили углы. Рандомность углов на 90 градусов. Так, на этой текстуре непонятно. Давайте мы ее заменим. Пусть будет вот это вот вместо нее. Мы видим, что рандомность угла по 90 градусов работает у нас. Random Seed работает. Дальше. Рандомность на 90 и на 45 сработала. И рандомность только на 45 градусов сработала. Давайте на всякий случай покрутим количество. Все работает при разных настройках. Итак, мы получается, создали ноду, которая берет на вход какую-то текстуру, дерево, к примеру, и раскидывает ее на плитке. На вход можно добавлять до 4 текстур. Рандомно раскидывает на плитке, поворачивает, все это мы настраиваем. Можем настраивать рандомно цветовую интенсивность, офсеты, все это работает. И вы можете таким образом создавать тайловые текстуры плиток для пола, для стен. Не обязательно это должно быть дерево, может быть мрамор какой-то. Единственный важный момент, что входящая текстура должна быть бесшовной. Вот смотрите, она у нас бесшовная. Только тогда это будет корректно работать. Почему бесшовная? Потому что когда происходит офсет, то вот здесь может быть вылезать какой-то шов. И тогда он будет виден. Поэтому на вход нужно обязательно подавать бесшовные текстуры. Хочу добавить, что данная часть была достаточно сложной, и теоретическая, и практическая. И я вас немного помучил. Самое сложное, я считаю, это матрица поворотов была. То есть вот эта часть для понимания. Я вас помучил и не показывал то, что в дизайнере уже есть готовое решение. Специально, чтобы мы поняли саму суть этой матрицы. На самом деле, в дизайнере, если вбить в функциях Rotate Vector 2. Вот он как раз двигает вектор двухмерный вокруг какой-то точки пайвота и на какой-то определенный угол. Вот смотрите, если мы сейчас зайдем внутрь, мы увидим здесь уже похожую схему. То есть на вход поступает угол, мы его преобразовываем в радианную меру углов, высчитываем косинус и синус от этого угла, и тут как раз идет матрица, как я и объяснял. Идет перемножение скалярное вектора на вектор из разности векторов. И уже потом складывается это все в двухмерный вектор, и этот вектор складывается с точкой, вокруг которой будет вращение. В принципе, мы все это досконально по косточке разложили, и сейчас это не должно быть какой-то проблемой для вас для понимания. В принципе, вот эта схема должна быть понятна уже для вас. То есть вы можете спокойно брать и вот этот вот кусок заменять на вот эту ноду потом в будущем уже. На этом наш практический урок подошел к концу.
Мы сделали достаточно полезную ноду для себя, которая в некоторых моментах может вам упростить жизнь.